верю, не могу уверить. Не верь. Нет, я согласен, тон Порфирия был довольно странный, и особенно этот подлец Заметов. Но ведь если бы у них была эта безмозглая мысль, так они бы ее старались припрятать, скрыть свои карты, чтобы потом поймать. А теперь это нагло и неосторожно. Если бы у них действительно были факты, тогда они постарались бы скрыть. Но у них все мираж. Все о двух концах. Одна идея летучая. Вот они и стараются наглостью сбить. А впрочем, гадко это все оставь. Оскорбительно, Роди, оскорбительно. Понимаю тебя, а главное, как они смеют. Из-за того, что бедный студент, изуродованный нищетой, ипохондрией, мнительный, самолюбивый. Из-за того, что он стоит перед какими-то кварташками и терпит их надругательство. Да просроченный вексель, тухлая краска, жара, спертый воздух. Да рассказ об убийстве лица, у которого был недавно. Ну как же тут не быть обмороку-то, а? Да еще на голодный желудок. И на этом-то все основать. Черт возьми, да плюнь ты на них. Это, однако ж, он хорошо изложил. Плюнь, а завтра опять допрос? Вот что, сам пойду к Порфирию, прижму его по-родственному, пусть выложит все до корней. Наконец-то догадался. Стой. Стой. Так ты наврал. Подожди, какой же это подвох в вопрос о красильщиках, а? Ведь если бы это дело ты сделал, разве ты проговорился, что видел их? Если бы я, то непременно. А зачем же против себя говорить? А потому что только мужики и новички прям во всем запираются. А человек развитой старается сознаться во всех фактах. Только причины им другие подыскивает. Вот Порфирий и рассчитывал, что я для правдоподобия. Так он ведь тотчас бы тебе сказал, что за 2 дня красильщиков там не было. Ну да на это он рассчитывал, что я не успею сообразить. На таких простых вещах избиваются хитрые люди. Подлец же он после этого. Во вкус вхожу в иных пунктах. Ты чего? Вот же они, номера эти. Ступай один, я сейчас сворачусь. Как? Они же нас к обеду ждут. Мне надо... Надо дело. Скажи там матери, Дуне. Я приду через полчаса. Воля твоя, я пойду за тобой. Что ж, и ты меня хочешь замучить? Какая-нибудь цепочка, запонка, даже бумажка. А на ней отметка старухиной рукой. В какую-нибудь щелочку. И все. Улика? Ну? Нет. Вроде бы ничего. Или все-таки... Нет. Нету. Нету. Да вот они, сами. Что такое? Да что такое? Да вот, спрашивали вас. Фамилию называл. Вы меня спрашивали? Да что ж это такое? Приходите спрашивать и молчите. Убивец. Что? Кто убийца? Ты убивец. Не замай. Пущай выспится, а после поест. Пойдем.
старушонка вздор. Не в ней дело. Я переступить поскорее хотел. Я не человек убил. Я принцип убил. Принцип убил, а переступить ты не переступил. На этой стороне остался. Эх, эстетическая я вошь. И больше ничего. Какую развел арифметику. Изо всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую и положил взять у нее ровно столько, сколько надо для первого шага. Ни больше, ни меньше. Вошь. Да я еще сквернее и гаже, чем она. И как я смел, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Ведь все это я предчувствовал. Все заранее знал. О пошлость, о подлость. Как я ненавижу теперь старушонку. Кажется, другой раз убил бы, если бы очнулась. Пархатный халат последний цена 1,5 рубля. 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 Ну говорите, чего вам надо? Пархатный халат А ведь я так и знал, что вы не спите. 1,5 рубля. Позвольте отрекомендоваться. Последний цена 1,5 Аркадий Иванович Свидригайлов. Свидригайлов? Какой вздор. Быть не может. Я особенно ничем не интересуюсь. Ничем не занят. Особенно теперь. Третий день слоняюсь по городу. Откровенно вам скажу, очень скучно. Так что я вам даже обрадовался, Родион Романович. Не рассердитесь, но вы мне почему-то кажетесь ужасно как странным. Что-то у вас есть. Да кто вы такой? Зачем вы приехали? Я кто такой? Дворянин. Служил 2 года в кавалерии, потом здесь, в Петербурге, шлялся. Вы игрок. Нет. Какой я игрок? Шулер. Вы были шулером? Да, был. Целая компания у нас была. Наиприличнейшие поэты, капиталисты. Что же, вас бивали? Случалось. А что? А вы по Марфе Петровне, кажется, очень скучаете. Я? Может быть. Право, может быть. Кстати, вы в привидения верите? В какие привидения? В обыкновенные в какие? А вы верите? Пожалуй, нет, по воплях. Не то чтобы нет, но... Являются, что ли? Марфа Петровна. Посещать изволит, вот уже 3 раза приходила. Эки вздорнет. Да, может, вы все лжете. Я редко лгу. Сходите к доктору. Это я и сам понимаю, что нездоров. Только не знаю, чем. По-моему, так я здоровее вас раз в 5. Я вас не про то спросил, верите ли вы в то, что привидения являются. Я вас спросил, верите ли в то, что они есть. Нет, ни за что не поверю. Ведь обыкновенно, как говорят, ты болен. Стало быть, все это есть один только несуществующий бред. Но в этом нет строгой логики. Я согласен. Привидения являются только больным. Но это не доказывает, что их нет самих по себе. Нет, конечно. Вы так думаете? А что если так рассудить? Помогите. Привидения – это клочки, отрывки других миров. Их начало. Здоровому человеку
Незачем их видеть, потому что он должен жить одной только здешней жизнью, но чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, и тотчас сказывается возможность другого мира. Чем больше болен, тем соприкосновений с ним больше. Так что, когда умрет человек, то прям перейдет в другой мир. Если в будущую жизнь верить, то этому рассуждению можно поверить. Я не верю в будущую жизнь. А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, а? Это помешанный. Да он все представляется вечность как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромное. А почему же непременно огромное-то? А вдруг там вместо всего этого, представь себе, будет там одна комнатка. Это вроде деревенской бани, закоптелы. И по всем углам пауки. Вот и вся вечность. Неужели вам больше ничего не представляется? Ничего утешительнее, справедливее. Справедливее? Почем знать? Может, это и есть справедливее. И знаете, я бы непременно, нарочно бы так вот сделал. Этого сообразить. Полчаса знакомы, врагами считаемся. Дело нерешено есть. А вон в какую литературу заехали. Ну, не правда ли я сказал, что мы одного поля ягода? Вы этого не говорили. Не говорил? Нет. Мне казалось, говорил. Я когда давеча вошел, так сказал сам себе, это тот самый и есть. Что такое тот самый? Вы это про что? Про что? А право не знаю про что. Сделайте одолжение. Да. Ближе к делу. Признаться, моя ссора с Марфой Петровной произошла, когда я узнал, что она состряпала свадьбу Авдотьи Романовны с господином Лужиным. Нельзя ли как-нибудь обойти вопрос о моей сестре? Я даже не понимаю, как вы смеете упоминать при мне ее имя. Так я ведь об ней говорить пришел. Как же мне не упоминать-то? Хорошо. Говорите. Но скорее. Уверен, что об этом господине вы уже составили свое мнение. Авдотья Романовне он не пара. По-моему, она в этом деле жертвует собой весьма великодушно и нерасчетливо для своего семейства. Мне кажется, вы очень были бы довольны, если бы этот брак мог расстроиться без нарушения интересов. С вашей стороны это очень наивно. Извините. Я хотел сказать нахально. То есть вы думаете, что я хлопочу в свой карман? Нет, Родион Романович. Не стал бы я так прямо высказываться, но не дурак же я совсем. И открою вам еще вот что. Я давеча о своей любви говорил к Авдотье Романовне. Так вот, знаете, что никакой любви я теперь не ощущаю. Никакой. Так что даже самому странно. Послушайте. Да. Так вот, я теперь желаю повидаться с Авдотьей Романовной. И объяснить ей, пожалуй, в вашем присутствии, что от господина Лужина ей не будет ни малейшей выгоды. А вернее, даже будет явный ущерб. Затем, и спросив у нее извинений во всех неприятностях, я попросил бы позволения предложить ей 10 тысяч рублей. И таким образом облегчить разрыв с господином Лужиным. А вы действительно сумасшедший. Как вы можете так говорить? Я так и знал, что вы закричите. Во-первых, эти 10 тысяч у меня совершенно свободны. То есть мне абсолютно не надобны. Во-вторых, совесть моя спокойна. Я без всяких расчетов предлагаю. Я не откупиться хочу, а просто-запросто сделать для вашей сестрицы что-нибудь выгодное. Ну, в самом деле, не привилегию же я взял. Делать одно только злое. Кроме того, я решился предпринять некоторый вояж. Потому и хочу поскорее покончить со всеми делами. Прошу вас покончить с этим разговором. Все это непростительно дерзко. Да вы не сердитесь, а рассудите спокойно. Ведь если б я, например, помер и оставил бы эту сумму сестрице вашей по духовному завещанию, неужели бы она и тогда принять отказалась? Весьма может быть. Ну уж это нет. А впрочем, нет так нет. Пусть так и будет. Во всяком случае, прошу передать сказанное Авдотье Романовне. Нет, не передам. В
В таком случае, Родион Романович, принужден буду добиваться свидания личного. А если передам? Вы не будете добиваться? Не знаю, право, как вам сказать. Видеться один раз я бы очень желал. И не надейтесь. Жаль, впрочем, вы меня не знаете. Вот, может, сойдемся поближе? Мне все кажется, у вас есть что-то к моему подходящее. Позвольте вас спросить. А вы в свой вояж отправляетесь скоро? Вояж? Ах, да, в самом деле. Но это вопрос обширный. Знали вы, однако ж, об чем спрашиваете? Я, может, вместо вояжа-то женюсь. Мне тут в Петербурге невесту сватают. До свидания. Ах, да. Ведь вот что забыл. Передайте, Родион Романович, вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в 3000. Недели через 2-3 может и получить. Вы правду говорите? Правду, правду. Марфа Петровна при мне распорядилась за неделю до смерти. Ну-с, ваш слуга. Не знаю почему, но я его очень боюсь. От него Дуню оберегать надо, слышишь? Да что он может? А впрочем, спасибо тебе, Родя. Будем оберегать. Ты его видел? Видел, узнаю. Точно видел, а? Видел, из 1000 узнаю. Я памятлив на лица. А то мне показалось, что это так может быть только фантазия. Ты про что? Вот вы все, Тун, говорите, что я помешанный. Мне теперь показалось, что я будто бы призрак видел. Кто знает? Может, я и впрямь помешанный. Может быть, все, что было в эти последние дни, может быть, все это так просто, воображение. Эх, Родя, к Порфирию-то я ходил. После обеда. Заметов все у него. Я хотел было начать, ничего не вышло. Они точно не понимают, но вовсе не конфузятся. Наконец я отвел Порфирия к окну, поднес его роже кулак и сказал: размозжу по-родственному. А он только посмотрел на меня. Я плюнул и ушел. Вот и все. Очень глупо. У меня мысль, Родя. Из чего мы хлопочем? Ты-то тут ни при чем. Ну и плевать на них. Поколотить потом можно будет. А теперь посмеемся. Разумеется, так. Что интересно, ты завтра скажешь, если узнаешь. Марфа Петровна умерла, слышали? Как же слышал-с. Я даже приехал сообщить, что Аркадий Иванович Садригайлов немедленно после похорон отправился в Петербург. В Петербург сюда? Господи, неужели он и здесь Дунечку не оставит в покое? Мне кажется, особенно тревожиться нечего. Конечно, если сами не пожелаете входить,
в какие бы то ни было с ним отношения. Ой, Петр Петрович, я его видела 2 раза, и он мне показался ужасен. Ужасен. Согласен с вами. Это самый развращенный и погибший в пороках человек. Я имею основание предполагать, что Марфа Петровна 8 лет назад спасла его не только от долгов. Единственным ее усилиями было затушено уголовное дело с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства. Ой, Господи. Вы имеете об этом точные сведения? Я говорю только то, что слышал сам по секрету от Марфы Петровны. Здесь проживает некая Ресселих, с которой господин Свидригайлов находился издавна в близких, весьма таинственных отношениях. У ней жила племянница, девочка лет 14, которую Ресселих беспредельно ненавидела, каждым куском попрекала и даже била. 8 лет назад, зимой в оттепель, девочка была найдена в Неве. Заключено было, что она утопилась. Явился, однако, донос, что ребенок был жестоко оскорблен Свидригайловым. Правда, все это темно. Донос был от женщины тоже отъявленный и не имевший доверия. А благодаря Марфе Петровне и донос исчез, и все ограничилось слухом. Но, однако, этот слух был многознаменателен. Он сейчас приходил ко мне. Между прочим, он очень просит свидания с тобой, Дуня. У него есть к тебе одно предложение. Кроме того, он уведомил меня, что Марфа Петровна оставила тебе по завещанию 3000 рублей. О, Господи. Боже мой. Господи. Это действительно правда. Ну, что он хочет предложить Дунечке? Он сказал тебе? Да, сказал. Что же? Потом скажу. Необходимо отправиться по делу, и таким образом не помешаю. Останьтесь, Петр Петрович. Ведь вы писали, что желаете об чем-то объясниться с маменькой. Точно так, Авдотья Романовна. Но как брат ваш не может при мне объясниться насчет предложений господина Свидригайлова, так и я не могу и не желаю объясниться насчет некоторых весьма важных пунктов. К тому же капитальная и убедительнейшая просьба моя не была исполнена. Просьба ваша о том, чтобы брата не было при нашем свидании, не исполнена единственно по моему настоянию. Вы писали, что были братом чем-то оскорблены. Я уверена, что это нужно немедленно разъяснить, и вы должны помириться. И если Роди вас действительно оскорбил, то он должен и будет просить у вас прощения. Есть оскорбления, Авдотья Романовна, которые при всей доброй воле забыть нельзя-с. Ибо есть черта, которую, переступив, воротиться назад невозможно. Я вам не о том, собственно, говорила, Петр Петрович. Поймите же хорошенько. Все наше будущее будет зависеть от того, уладится ли это все сегодня же или нет. Удивляет, что вы ставите так вопрос, Авдотья Романовна. Ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Оставьте эту обидчивость, Петр Петрович, и будьте тем умным и благородным человеком, каким я вас всегда считала и считать хочу. Поймите же, что если вы не помиритесь, то мне придется выбирать между вами. Или вы, или он. Так стал вопрос и с его, и с вашей стороны. Я не хочу и не должна ошибиться в выборе. Я хочу и могу узнать теперь, наверное, брат ли он мне. А про вас, дорога ли я вам? Цените ли вы меня? Муж ли вы мне? Авдотья Романовна, ваши слова слишком многозначительны для меня. Скажу даже более обидны. Не говоря уже о странном сопоставлении между мной и заносчивым юношей. Словами вашими вы допускаете возможность нарушения данного мне обещания. Как?
Разве я не ставлю ваш интерес рядом со всем, что было до сих пор мне дорого в жизни? Что составляло всю мою жизнь? И вдруг вы обижаетесь за то, что я даю вам мало цены? Любовь к будущему спутнику жизни, к мужу, должна превышать любовь к брату. А кроме того, Пульхерия Александровна, сын ваш вчера обидел меня искажением мысли моей, которую я сообщил вам в частном разговоре. А именно, что женитьба на бедной девице, уже испытавшей жизненное горе, по-моему, выгоднее в супружеском отношении, ибо полезнее для нравственности. Он преувеличил эту мысль до нелепости, обвинив меня в злостных намерениях. Но мои слова могли стать ему известны только из вашей корреспонденции. Сообщите же мне, в каких именно терминах вы их передали. Я не помню. Я передала, как сама поняла. Быть может, Родя что-то преувеличил. Без вашего внушения он преувеличить не мог. Петр Петрович, доказательство того, что мы с Дуней приняли ваши слова не в дурную сторону, это то, что мы здесь. Стало быть, я не тут виноват. Вот. Вы все Родиона вините, а сами о нем давеча неправду написали. Не помню, чтобы написал какую-нибудь неправду. Вы написали, что я вчера отдал деньги не вдове раздавленного, а его дочери. И чтобы позорить меня с близкими, прибавили в гнусных выражениях о поведении девушки, которую вы не знаете. Извините, сударь. А по-моему, вы просто мизинца не стоите этой девушки. Стало быть, вы решились бы ввести ее в общество вашей матери и сестры? Я уже это сделал, если вам хочется знать. Я посадил ее сегодня рядом с маменькой и Дуней. Родя. Сами изволите видеть, Авдотья Романовна, возможно ли тут соглашение. Впредь надеюсь быть избавлен от подобных встреч и, так сказать, компромиссов. Особенно буду просить об этом вас, многоуважаемая Пульхерия Александровна. Что-то вы уж совсем нас во власть свою берете, Петр Петрович. И письма пишете, как будто приказываете. А я вам напротив скажу, что вы должны быть с нами деликатными. Потому что мы все бросили и сюда приехали. Стало быть, и уже и без того почти в вашей власти состоим. Это не совсем справедливо, Пульхерия Александровна. Особенно в настоящий момент, когда возвещено о завещании Марфы Петровны. Что кажется очень кстати. Судя по новому тону, которым вы со мной заговорили. Судя по последнему замечанию, вы действительно рассчитывали на нашу беспомощность. Но теперь, по крайней мере, не могу так рассчитывать. И особенно не желая помешать сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова, который, как я вижу, имеет для вас капитальное, а может быть, весьма приятное значение. Ах ты, Господи. Не стыдно теперь тебе, сестра? Стыдно, Родя. Петр Петрович, подите вон. Авдотья Романовна, если я выйду теперь в эту дверь при таком напутствии, я уж не ворочусь никогда. Обдумайте хорошенько. Мое слово твердо. Что за наглость? Да я и не хочу, чтобы вы когда-нибудь возвращались. Как? Так вот как-с. Но, знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать. Да какое право имеете так говорить с ней? И чем это вы можете протестовать? Пойдите. Оставьте нас. Совсем. Однако ж, Пульхерия Александровна, вы связали меня данным словом. И, наконец, я был вовлечен через то в издержки.
Какие издержки? Уж не про сундук ли вы наш говорите? Так вам кондуктор его за даром перевез. Довольно, маменька. Петр Петрович, сделайте милость, уйдите. Уйду-с. Но одно только последнее слово. Ваша мамаша, кажется, забыла, что я решился взять вас, так сказать, после городской молвы. Насчет репутации вашей. Только теперь вижу, что, может быть, весьма и весьма опрометчиво поступил, пренебрегая общественным голосом. Да он на двух головах, что ли? Низкий вы и злой человек. Ни слова, ни жеста. Извольте выйти вон. Иначе... Нелепость какая. Просто пошутил, увлекся. Нелепость какая. Ошибка была, что им денег совсем не давал. Если бы я им за все это время выдал хотя бы 1500 на приданое да на подарки, не так бы легко мне теперь отказали. Завтра же. Завтра все восстановить, залечить, исправить. Мальчишка. Молокосос. Это все он. Завтра же уничтожить его. И тогда все еще поправимо. Все еще весьма и весьма поправимо. Уничтожить. Завтра же. И зачем вам уезжать? Что вы будете делать в своем городишке? А возьмите меня в компаньоны. Затеем отличное предприятие. Слушайте, есть у меня дядя. У него 1000 рублей капитал. Сам он живет пенсионом. И ко мне 2-й год пристает, чтобы я взял у него эту 1000, а ему бы по 6% платил. Затем вы даете другую 1000 из ваших 3. И вот и довольно на первый случай. И что ж мы будем делать? Издавать книжки. Ну, то есть и переводить, и издавать, и учиться, и все вместе. Я уж 2 года по издателям шныряю. Всю их подноготную знаю. Не святые горшки лепят. Многие издатели и книгопродавцы мало толку знают в своем товаре. Такое дубье. А между тем, теперь порядочные издания славный процент приносят. Я это знаю. И втайне храню 2-3 таких сочинения, что за одну только мысль издать можно рублей по 100 взять за каждую книгу. А? То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Прокофьевич. А ты как думаешь, брат? Думаю, очень хорошая мысль. И дело повести он сумеет. Это без сомнения. Ура! Ну, тогда переезжаем на квартиру, о которой я говорил. Она меблированная, просторная. Вы можете все 3 там жить. Вместе с Родей. Родька, ты куда ж ты? Как ты что же уходишь? Что это вы меня точно погреваете или навек прощаетесь? А ведь кто знает. Может и впрямь навек прощаемся. Да что с тобой? Куда ты? Я хотел сказать вам, что нам лучше на некоторое время разойтись. Я вас помню и люблю. Оставьте меня. Погибну я или нет? Я хочу быть один. Если надо, я приду сам или вас позову. А теперь забудьте меня. Совсем. Это лучше. Иначе я возненавижу вас. Я чувствую. Господи. Брат, бесчувственный, злобный эгоист. Он сумасшедший, а не бесчувственный. Неужели вы не видите? Вы бесчувственная после этого.
Я сейчас приду. Я так и знал, что ты выбежишь. Вратись к ним и будь с ними всегда. Родя. Родь. Ни о чем меня не спрашивай. И нечего мне тебе сказать. Оставь меня. А их не оставь. Ты меня понимаешь? Ты теперь понимаешь меня? Ступай к ним. Я никак не ждал, что эта нищая дура усадит на поминки все деньги, которые получила от этого другого дурака, Раскольникова. Даже подивился теперь, проходя, какие там приготовления, вина. А вы-то почему не пойдете? Впрочем, куда уж вам? Собственноручно отколотились. Кто отколотил? Кого? Да вы-то-с, Катерину Ивановну, с месяц назад. Нет. Я ж слышал. Вздор и клевета. Совсем не так. Она сама первая бросилась на меня с когтями. Я просто защищал свою честь. Подгулял женский вопрос. Совсем это не касается. Впрочем, я думал, что если принято, что женщина во всем равна мужчине, даже в силе, то, стало быть, и в этом случае должно быть равенство. Конечно, в будущем обществе драка немыслима, так что и вопроса такого не будет. Да вы потому меня задираете, что сами досадуете и злитесь из-за этой вашей неудачи. Ну, бейте. Бейте меня. А я рад, что так вышло. Что вы совершенно свободны, что вы еще не погибли для человечества. Ну, к чему? К чему вам этот брак? То есть законный брак? А к тому-с, что я в вашем гражданском браке не хочу рогов носить и чужих детей разводить. Вот к чему-с. Детей? Согласен, вопрос социальный. Я даже вообще отрицаю детей, как всякий намек на это самое, на семью. Но о детях после, а теперь... Теперь займемся рогами. Рога. Какие рога? Какой вздор! Это скверное гусарское пушкинское выражение даже немыслимо в будущем лексиконе. Рога есть естественное следствие вашего законного брака. Если бы они ставились открыто, как в гражданском браке, тогда бы их уже и не существовало. Да если бы меня выдали замуж. Фу, то есть, если бы я женился, я бы, кажется, сам предложил жене любовника, если бы у нее долго его не заводилось. Друг мой, сказал бы я ей, до сих пор я только любил тебя, а теперь же хочу тебя уважать. Ну, а эту
как дочку покойника-то вы тоже уважаете? Как ее? Софья Семеновна. Разумеется, прекрасная натура. И что же? Пользуетесь натурой-то, а? Нет, совсем напротив. Ну уж и напротив. А я слышал, что пока она еще здесь проживала, вы, так сказать... Это уже другая сплетня. Это все наврала Катерина Ивановна. Она не поняла. Совсем я не подбивался к Софье Семеновне. Я просто ее развивал, книги ей давал, толковал вопросы о будущем обществе. Совершенно бескорыстно. Так что же, значит, все это правда? Что про нее говорят? А что ж такое? По моему личному убеждению, это нормальное состояние женщины и есть. То есть в нынешнем обществе оно, конечно, не совсем... Кто тут? Это я. К вам. Что с вами? Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился. Я грешница. Да, ты великая грешница. Живешь в этой грязи, которую ненавидишь, но в то же время понимаешь сама, что никому этим не помогаешь, никого ни от чего не спасаешь. Ну как же так можно жить-то, скажи мне? Разве не разумнее было бы в 1000 раз прямо с головой в воду и разом покончить? А с ними-то что будет? Стало быть, у ней самой была уже эта мысль покончить. Так что, Соня, ты очень Богу молишься? Что бы я без Бога-то была? И что тебе Бог за это делает? Молчите, не спрашивайте. Вы не стоите. Все делает. Юродивая. Юродивая. Откуда это? Не принесли. Кто принес? Елизавета принесла, я просила. Так ты с Елизаветой дружна была? Да, она справедливая была. Мы с ней читали, говорили. Ее топором убили. Она Бога узрит. Обе юродивые. То ты сам станешь юродивым. Заразительно. Где тут про Лазаря? Про воскресенье Лазаря где? Отыщи мне, Соня. Не там смотрите. В 4-м Евангелии. Найди и прочти мне. Разве вы не читали? Давно, когда учился. А в церкви не слыхали? Я не ходил. Читай. Зачем вам? Ведь вы не веруете. Читай, так хочу, Елизавете же читала. Был же болен некто Лазарь
из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа. Господи, Мария же да ведь это настоящая тайна ее. Давнишняя. Может быть, еще с самого отрочества. Терла ноги Она его волосами чего-то своими. ждет. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знай, что воскреснет в воскресенье в последний день. Иисус сказал ей: я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Да она в лихорадке. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дни, как он во гробе. Иисус говорит ей: В книгу сказать давно тебе, уже почти не веришь, что смотрит. Если будешь веровать, сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый погребальными пеленами по рукам и ногам, и лицо его было обвито платком. Иисус сказал им: развяжите его, пусть идет. И тогда многие из иудеев, пришедшие к Марии и видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Все об воскресении Лазаря. Я о деле пришел сказать. Я сегодня родных бросил. Мать и сестру все разорвал. Зачем? У меня теперь одна ты. Вместе прокляты, вместе пойдем. Куда? Почему же я знаю? Знаю только, что по одной дороге. Одна цель. Не понимаю. Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты переступила, смогла переступить, ты руки на себя наложила. Ты загубила жизнь свою, стало быть. Пойдем. Зачем? Зачем вы это? Затем, что нельзя так оставаться. По-детски плакать и кричать, что Бог этого не допустит. Но если ты завтра заболеешь, и тебя в больницу свезут, что тогда будет с ними? С детьми-то? А что же делать? Что делать? Сломать, что надо, раз и навсегда. И страдания взять на себя. Свобода и власть. Власть над всей дрожащей тварью. Над всем муравейником. Вот цель. Помни это. Если я завтра не приду, услышишь про все сама. Тогда припомни эти слова. И когда-нибудь, через годы, может быть, и поймешь, что они значили. Если завтра приду, скажу тебе, кто убил Елизавету. Прощай. Да разве вы знаете, кто убил? Знаю, скажу. Тебе, одно тебе. Я тебя давно выбрал, чтобы сказать это тебе. Еще когда про тебя отец рассказывал, Елизавета была жива. Прощай. Руки не давай.